Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина безвозвратно потеряла Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Неясно при этом, что дипломат имел в виду. На сегодняшний день вооруженные силы Украины надежно контролируют областные центры Запорожья и Херсон. Вопрос об их сдаче на повестке дня вообще не стоит и близко. В Донецкой области бои за каждый отдельно взятый город продолжаются месяцами, а то и годами, как, например, в случае с Угледаром. Сколько лет потребуется российской армии, чтобы овладеть Краматорской агломерацией, в которую входят 6 городов, включая крупнейшие райцентры Краматорск и Славянск, не возьмется предположить даже самый оптимистичный военблогер. Разве что Луганская область захвачена армией России на 99%. Но и там при нынешней интенсивности военных действий понадобится еще немало боев и крови российских военных, чтобы захватить оставшийся процент. Слова Небензи в ООН о том, что Украина потеряла 4 области, можно воспринимать не как констатацию факта, а как требование сдать территории без боя. Кремль устами Лаврова и Небензи неоднократно указывал, что, мол, после проведенных в сентябре 2022 года референдумов все 4 региона целиком вошли в состав России. А украинские войска, дескать, незаконно оккупируют и Запорожье, и Херсон, и Краматорск со Славянском и так далее. Однако, когда российские дипломаты ссылаются на эти референдумы, как на источник права, они едва ли верят в то, что говорят сами. Скажем так, если бы в сентябре 1812 года Наполеон Бонапарт решил бы провести референдум о вхождении Москвы в состав Французской империи, то и он бы получил желаемый результат. И дело не в том, что вся московская знать говорила по-французски едва ли не чаще, чем по-русски, а в том, что Наполеон со своей армией, мягко говоря, не был бы гарантом свободного волеизъявления москвичей на референдуме, который сам же и затеял. Но даже если бы весь мир вдруг не согласился бы с такой аналогией и признал бы референдумы сентября 2022 года легитимными, даже в таком случае возник бы вопрос: а каковы, скажите, пожалуйста, результаты голосования в Запорожье, в упомянутой нами Краматорской агломерации и в десятках других городов, до которых российская армия не дошла и едва ли скоро дойдет? К примеру, во всей Запорожской области живут чуть больше 1,5 миллиона человек, и миллион из них ни в каких референдумах участия не принимал. Не голосовали никак, даже под дулом автомата. Некому было автомат наставить на голосующих. Так на чем же может быть основано представление, будто Украина обязана передать другой стране свои земли и своих граждан? Вопрос этот в действительности не совсем риторический, поэтому сегодня об этом всем поговорим. Согласно основным экономическим показателям, Российская Федерация гораздо более богатая страна, чем Украина. Основываясь на этом факте, лидеры русской весны еще в 2014 году предлагали жителям восточных регионов Украины присоединиться к России. Было много разговоров про идеологию, историю и язык, но они были скорее надстройкой. Базой же стал простой месседж: Россия богаче, лучше быть с нею. Проговаривается эта идея и сейчас. Но зачем, мол, быть в Украине, когда есть опция присоединиться к государству побольше, да пообеспеченней? В 2014 году в большинстве восточноукраинских городов идея отделения от Украины не нашла поддержки даже среди тех, кто протестовал против Евромайдана и был недоволен низложением Януковича. Но в то же время в Донецке и Луганске оказалось немало граждан, кто был не особо против смены флага. В 2014 году некоторые из дончан и луганчан поверили в крымский сценарий, что провозглашение ДНР и ЛНР – это лишь формальность перед тем, как 2 города будут аннексированы Россией. Накануне аннексии Крыма самопровозглашенное государство Республика Крым просуществовало всего 2 суток. Вот и в Донецке и Луганске значительная часть жителей думали, что ДНР и ЛНР просуществуют считанные дни и потом войдут в состав России. А Россия-то все-таки побогаче, а значит и жизнь станет лучше. Никто из тех, кто был за такой сценарий, или, правильнее сказать, был не очень против такого сценария, никто из них и подумать не мог, что игра в самостоятельной народной республике продлится 8 лет. Что, отделившись от одного государства, Украины, к другому государству, России, Донецк с Луганском присоединены не будут и станут на многие годы территорией вне всякой юрисдикции, где действуют нормы, как на Диком Западе, где вольготно чувствует себя только организованная преступность, да искатели приключений. Еще в 2012 году Донецк, некогда успешный и развитый город, принимал чемпионат Европы по футболу. Из местного аэропорта были регулярные рейсы до курортов Греции, Турции, Египта, Израиля и в Дубай, даже до Барселоны. И в городе зарплаты были достаточными, чтобы самолеты не летали пустыми. Собственно, иначе бы и рейсов не было, а рейсы были и много.
А в 14 и 15 годах мегаполис оказался в центре артиллерийских дуэлей. Снаряды летели из Донецка по Авдеевке и Марьинке. И летели и в обратную сторону. В 16 году, когда активные боевые действия на Донбассе прекратились, дончане обнаружили себя в незавидном положении. Посреди никем не признанной республики, находящейся в вечно подвешенном состоянии. Где наступила повальная нищета и беззаконие. Где защитить свои права можно лишь с автоматом в руках. Где после череды междоусобиц власть взял проходимец, который до 2014 года был функционером финансовой пирамиды МММ Украина. Речь о Денисе Пушилине. Мы про него делали отдельное видео. Между 16 и 22 годом существовали два важных фактора, которые поддерживали в Донецке жизнь. Во-первых, местные пенсионеры и получатели пособий могли жить на две пенсии. Одна от России, вторая от Украины. Банковская система в Народной Республике не работала, но с момента перемирия возникла возможность ездить в ближайшие подконтрольные Украине города и снимать там начисленное наличными, приезжать с этим обратно в Донецк и на них жить. Во-вторых, в отличие от ситуации с Крымом, Украина не перекрывала подачу воды в республику. До 24 февраля 2022 года мало кто задумывался, что город с почти миллионным населением почти целиком снабжается водой с территории, подконтрольной киевским властям. На протяжении последних почти что 3 лет в российских СМИ не особо принято говорить о немаленьком таком слоне в комнате. Один из самых первых осязаемых результатов так называемой СВО – разрушение инфраструктуры подачи воды в Донецк. Теперь без малого 3 года люди в 900-тысячном городе собирают воду из луж и топят снег. И не то чтобы помыться, даже смыть за собой не могут. Местные водохранилища истощены. В 2023 году был построен водовод Дон-Донбасс, который должен был решить проблему. Решил он ее, однако, не особо. Вода из крана в Донецке подается в лучшем случае на 4 часа раз в 2 дня. А то и вовсе малым напором на несколько часов в неделю. Минобороны России, кстати, подало в суд на своего подрядчика, который построил фактически неработающий водовод. Катастрофа ЖКХ усугубляется тем, что почти все здоровое мужское население Донецка с февраля 2022 года было угнано на войну. И в значительной степени на этой войне было уничтожено. Глава же ДНР Денис Пушилин весьма своеобразно реагирует на ситуацию. Он на днях выступил с речью о том, что у людей, покинувших Донецк и окрестности, где жить сейчас невыносимо, следует изымать квартиры. Для чего предполагается создание специальных комиссий. В качестве морального обоснования Пушилин предлагает такую концепцию. Мол, те люди, кто уехал из Донецка, они хоть и получили паспорта граждан России, но по духу остались украинцами. В Народной Республике они фактически не живут, квартиры свои сдают, а вырученные деньги, кто знает, может быть, шлют на нужды ВСУ. По мнению Пушилина, этого может быть достаточно, чтобы у неправильных граждан отнимать недвижимость. Многие собственники, документированные паспортом гражданина Украины с регистрацией на территории ДНР, прибывали на территорию региона для получения паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества в ЕГРН РФ, а затем вернулись к местам своего фактического проживания на территории Украины либо иных недружественных государств. При этом ими осуществляется коммерческая деятельность в отношении таких объектов недвижимости при помощи находящихся на территории ДНР посредников. В частности, это сдача в аренду, если не продажа. Доход от которой вывозится за пределы Российской Федерации, в том числе направляется на финансирование государства Украины и вооруженных формирований Украины. И это уже второй раунд инициированного Пушилиным отъема квартир. Первый был 29 сентября 2022 года, ровно за день до объявления ДНР частью России, когда Пушилин подписал постановление номер 341. Одним днем квартиры тысяч дончан, причем никуда даже не уехавших, были объявлены собственностью ДНР. Пушилин провернул аферу достаточно изящно. 29 сентября постановление было принято от имени возглавляемого им Государственного комитета обороны ДНР, а 30 сентября в связи с вхождением ДНР в состав России этот комитет был ликвидирован. Жаловаться стало не на кого и некому отменить постановление, действующее до сих пор. Во ВКонтакте даже есть группа на 8 тысяч человек «Арест жилья в ДНР». В ней состоят люди, обнаружившие, что жилье, в котором они живут, им больше не принадлежит, а права собственности нужно возвращать себе по какой-то сложной процедуре. Вся эта вакханалия с законами Российской Федерации и с Конституцией никак не соотносится. Все ранее сказанное юридический нонсенс. Но именно так, без воды и без элементарных прав, живет регион, который более 2 лет тому назад объявили неотъемлемой частью России. Объявили как раз с идеей,
что всякому украинскому городу, мол, лучше с богатой Россией, нежели с небогатой Украиной. И потому, мол, аннексия через референдумы, даже если юридически она оформлена так себе, все равно справедлива. Ведь отвечает, дескать, интересам людей, которые хотят лучшей жизни. Кстати, если кажется, что описанная жесть происходит только в ДНР, то стоит вспомнить о еще более жутких практиках в захваченной части Запорожской области. Уже после присоединения региона к России в нем придумали отдельную статью, которой нет даже в российском законодательстве. Это дискредитация органов власти. И придумали наказание, не предусмотренное нынешним российским уголовным кодексом даже. За дискредитацию человека лишают жилья и всего имущества, с пустыми руками просто выдворяют, приказывая ему идти пешком в сторону линии фронта. Такие выдворения снимали на камеру и выкладывали в сеть сами же власти региона. Некий Татьяна Александровна, вы осуществляли деятельность, направленную на дискредитацию органов власти Российской Федерации, военно-гражданской администрации Запорожской области. Препятствие работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировать социально-политическую обстановку Запорожской области. За указанные действия в соответствии с указом главы ВГА Запорожской области о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, номером 145 от 14.07.22 года, вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области. Вам понятно? Направо. Направо. Побежал. На этом месте можно передать привет Трампу или другим американцам и прочим иностранцам, которые говорят, что эти области, значит, с Россией должны быть по историческим причинам, что люди этого хотят. Вот посмотреть пару таких видео и почитать пару таких историй этим бы людям было бы очень неплохо, чтобы лучше понимать реальность. Мы очень внимательно следим за ходом всех встреч с участием российских дипломатов, будь то переговоры в Эр-Рияде или очередное заседание в ООН. Мы более пристально, чем когда-либо со времен встреч в Беларуси и Турции весной 22-го, следим за тем, что говорят и о чем молчат участники международных консультаций. Но реалии на земле не меняются. С конца 23-го года по сей день российская армия делает примерно одно и то же. Прогрызает оборону ВСУ и за метр приращивает зону своего контроля. Этим армия России занята прямо сейчас. Этим же будет занята завтра, послезавтра и послепослезавтра. Еще неизвестное количество времени, пока какое-нибудь перемирие все-таки не наступит. Цена такого прогрызания и приращивания огромна. Можно не верить медиазоне, которая по открытым источникам считает погибших на войне. Можно не верить и мне, когда я даю свою оценку масштабов потерь. Каждое из трагичных видеообращений российских военных можно считать фейком, снятым на киевской киностудии Александра Довженко. Но не получится опровергнуть то, что каждый человек, живущий в России, может увидеть собственными глазами. Вслед за расширением зоны контроля в Украине ширятся российские кладбища. Всякое продвижение оплачено огромной кровью. Сказать, что потери эти ненужные и напрасные, значит сказать далеко не все. В награду за такие потери наша страна получает разоренные населенные пункты, а то и выжженные пространства на месте бывших городов и сел. Получает, чтобы потом выбирать из двух зол. Первый вариант. Уже ограбив собственных граждан ради ведения войны, власть может ограбить россиян еще раз, чтобы захваченные территории разминировать, разобрать завалы, хоть что-то восстановить и, конечно же, по ходу дела попилить бюджеты. Выбирая такой вариант действий, российские власти сами же накладывают репарации на всех жителей России, причем огромные. Ведь платить за разминирование и восстановление уничтоженных городов и сел придется россиянам. И очень много платить. Так что на починку канализации в Краснодаре денег может и не остаться. Причем, в отличие от ситуации, когда эти территории восстанавливает их международно признанный владелец в условиях наступившего мира, тут денег и ресурсов понадобится намного больше, в десятки раз, если не в сотни. Потому что, если бы территории восстанавливала Украина, она получила бы на эти цели, во-первых, значительную международную помощь, а во-вторых, активное участие частных инвесторов. Прямые государственные вливания понадобились бы, процентов на 10-15 от общей суммы, необходимой на восстановление. Остальное сделал бы рынок. Но если захваченные территории пытается восстановить страна, их захватившая, без международного признания, без устойчивого мира, никакие инвестиции в такую территорию невозможны. Ни один инвестор в здравом уме не направит в такое место свои деньги. Поэтому финансировать государственными деньгами придется абсолютно каждый кирпич. Причем затрачено будет не 100% необходимой суммы, а все 300, если не больше.
Потому что государство не может делать такие проекты эффективно, да и коррупцию в России никто не отменял. Так что первый вариант – это ограбить россиян еще раз и восстанавливать территории, которые в долгосрочной перспективе полноценно российскими все равно не будут. Второй вариант – не делать ничего. Средств лишних не тратить и оставить захваченные территории в таком же виде, в каком они оказались на момент захвата. Отдать руины и выживающих среди руин людей полностью на откуп персонажам вроде Дениса Пушилина, который не то что в разрушенных городах, а даже в Донецке, в минимально пострадавшей от войны столице региона, не может наладить водоснабжение. Но зато занимается переделом собственности, отнимает квартиры. При втором варианте все так называемые новые регионы будут жить и дальше по своим отдельным нормам, как санитарным, так и юридическим. Беда в том, что эти новые регионы не существуют в практиковавшейся в прежние годы особом формате отдельных народных республик, которые с 14 по 22 год вроде бы и были отторгнуты от Украины в пользу России, но как бы частью Российской Федерации заявлены не были. Нет, теперь все иначе. И Небензя в ООН, и Путин в Кремле заявляют твердо и четко: захваченные территории уже третий год, с осени 22 года, входят в состав Российской Федерации. Таким образом констатируется новая реальность, в которой принято за норму, что не просто в аффилированной с Россией формально независимой республике, но уже внутри самой России, в почти миллионном городе, может не быть воды, как и намека на законность. А города поменьше могут представлять собой нашпигованные боеприпасами развалины, где немногие оставшиеся жители, даже если они и взяли российские паспорта, должны выживать как робинзоны. Это очень нехороший выбор. Объявив какую-то территорию неотъемлемой частью своего государства, придется или тратить триллионы рублей на ее восстановление, или просто признать как данность, что да, теперь в нашем государстве города могут существовать в формате Донецка и Марьинки. Оба варианта ужасны. Первый предполагает, как мы и сказали, ограбление каждого россиянина от младенца до старика. Второй же вариант подрывает норму. Если 900-тысячный Донецк может жить без воды, то почему не могут жить без нее 300-тысячные Архангельск и Чита? Если какой-то малый город или село в Донецкой области могут пребывать в состоянии лунного пейзажа, как Марьинка, то почему власть обязана восстанавливать в России какие-то другие городки и поселки, пострадавшие хоть от стихийных бедствий, хоть от ветхости? Если в новых регионах можно людей лишать жилья, то почему нельзя то же самое делать и в старых регионах России? Мы видим, что официоз даже не рассматривает возможность избавить Россию от бремени так называемых новых регионов. Разумной возможностью было бы пригласить к себе всех людей, которые действительно хотели бы жить в России, а 4 области отдать законному владельцу. Такой сценарий, по-видимому, не рассматривается вообще. Что захватили, то теперь навеки наше. Ну, тогда можно было бы хотя бы остановиться и не усугублять. К примеру, уже 10,5 месяцев идут бои за город Часов Яр. У российской армии есть все шансы его захватить, убив и покалечив еще сотни или даже тысячи своих солдат. И украинских тоже. И дать России еще один город в руинах, с которым непонятно, что делать, где по подвалам прячутся немногие отказавшиеся от эвакуации местные жители, которым российское государство может дать паспорта, но не может дать никаких реальных прав, закрепив еще и при этом как данность, что у человека с паспортом России в некоторых случаях прав может и не быть. Такой данности нам, конечно же, не надо. До завтра.